Перед тем, как начнем, я должен сделать короткое объявление. YouTube отключил все возможности монетизации контента, включая спонсорство из России. Скорее всего, в течение месяца-двух независимые каналы российские позакрываются, так как не смогут финансировать редакции. Мы будем стараться держаться. Вы можете очень нам помочь, если вы живете не в России и у вас есть работающая карта из иностранного банка, например. Подпишитесь на мой Patreon, и тогда мы сможем финансировать редакцию, оттуда мы сейчас берем на это деньги в том числе. Ну все, начинаем. Ужасные новости приходили вчера из Мариуполя. Российские войска пытаются к исходу второй недели захватить хоть какой-то крупный город Украины. И Мариуполь уже несколько дней находится в кольце блокады под постоянными бомбежками. Вчера они стали особенно сильными. Во время режима тишины, установленного для выхода беженцев, был совершен авианалет на городскую больницу и роддом. 17 человек получили ранения. Кадры с эвакуацией окровавленных беременных женщин облетели весь мир. Вообще, Мариуполь до войны был одним из наиболее быстро развивающихся украинских городов. В городе было очень хорошее отношение к России. Большой соцопрос незадолго до войны показывал, что лишь 28% жителей относились к России негативно. Сегодня центр города превращен российской артиллерией и авиацией в руины. Люди живут в подвалах без света и воды, а на улицах, по словам очевидцев, лежат тела убитых. Так вот Путин денацифицирует Украину. В целом российская армия откровенно бомбит украинские города. И пусть похоже, что пока не стоит цель стереть их с лица земли, но уже видно, что никого в России особенно не интересуют мирные жертвы и разрушения. Посмотрите, во что российское вторжение превратило украинские города. Вот это Киев, жилой дом, попала российская ракета. Вот центральная площадь Харькова до российского вторжения. А вот как она выглядит сегодня. Вот еще одна площадь в Харькове до и после. Это крупнейший русскоязычный город Украины. Теперь он вот в значительной степени разрушен. А вот город Бородянка под Киевом, он почти полностью стерт российскими войсками с лица земли. Посмотрите на эти кадры. Это сделали не фашисты и не бендеровцы, а российская путинская армия, которая вторглась в Украину безо всякой причины и разрушила город, где жили мирные украинцы. А вот жилой многоквартирный дом в Чернигове. Смотрите, до и после. Это просто катастрофа все. Вот еще один большой дом. Сколько тут жило людей? 500 семей? Он уничтожен весь. Хорошо, если там никто не погиб. Но жилья теперь у этих людей нет. Вот фотография со спутника, где российскими ракетными ударами сожжена чуть ли не целая деревня. Вот смотрите, была до и как она после дымится. А вот так выглядит попадание российской ракеты в жилой дом. И именно так убивается целая семья в жилом доме, если она не успела спрятаться в убежище. По российскому телевизору это не показывают. Но важно понимать факты. Мы разрушаем мирные города Украины. Делаем это безо всякой причины, безо всякой цели. Эта война, развязанная Путиным, уносит жизни и разрушает инфраструктуру в Украине. И у этого нет никакой причины. Российские войска несут большие потери. Вчера мне попалось одно видео, которое хорошо демонстрирует и отношение российского государства к этим потерям, и вообще подход к этой войне. Информационно-пропагандистский подход. Вот посмотрите, оно само за себя говорит. В том, что здесь многие люди с боевым опытом и через Афганистан прошли, и через чеченскую кампанию прошли, и через Донбасс. Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецопераций гибнут сейчас. И наша страна, она... Не-не-не-не-не-не! Нет, я не хочу это слышать, подождите, нет, послушайте, стойте! Они гибнут все равно. Стойте! Они все равно да гибнут. Остановитесь! Подождите секунду. Вы не можете остановиться, что Я ли? просто хочу, чтобы мы Хватит. сейчас встали и почтили память молчанием, хотя бы Вы что делаете? минутой молчания наших ребят, которые там все равно сражаются за Вы можете Россию остановиться? и за Нет? Донбасс. Вы можете сейчас остановиться? Пожалуйста. Я вам сейчас скажу, что там наши ребята делают. Наши ребята там разят гадину Это фашистскую. правильно, но это правильно Да всё. дайте мне договорить. Да. Это триумф русского оружия, это триумф правильно. русской армии, это возрождение России. Триумф русского оружия, ага.
Сейчас перейдем к основному сегодняшнему ролику, но сначала посмотрите, как украинские саперы обезвреживают огромную триумфальную, видимо, российскую авиационную бомбу, которая, к счастью, не взорвалась в жилом районе, в который упала. Теперь давайте к основной части ролика перейдем. В целом, спустя 2 недели войны мы с вами понимаем немногое. Мы не можем точно оценить жертвы обеих сторон, лишь ясно, что они очень многочисленны. И мы вынуждены крайне тщательно проверять любое сообщение о чем угодно, от кого бы то ни было, потому что, туман войны. Но мы точно смогли убедиться вот в чем. В голове Владимира Путина существует совсем иной мир. И там другая Россия, другая Украина и вообще другая планета. Этот мир в голове российского президента полон собственных мифов, а между тем эти мифы толкают его на реальные действия. Мы разберем сегодня 8 таких мифов. Уж больно явно они проявились в последние дни. Миф первый. Поддержка в Украине. В голове Владимира Путина существует, по всей видимости, миф, что у него есть, или во всяком случае до войны была, большая поддержка в Украине. Что он, опираясь на эту поддержку, сможет провести там какую-то свою политику, что войска встретят с цветами, а украинская армия разбежится. Ну и вообще все захотят присоединиться к России или какую-нибудь там народную республику учинить. 8 лет назад у значительной доли украинского общества действительно существовало представление о России как о лучшей версии Украины. Все то же самое, типа такие же люди, такая же советская застройка, та же культурная среда, но зарплаты и пенсии повыше, дороги ровнее, коммуналка дешевле и социальных благ побольше. Многим жителям что Крыма, что Донбасса казалось, что с приходом Российской Федерации их жизнь останется прежней, как была, но со значительным бенефитом от щедрот большого нефтяного бюджета. В итоге все регионы, оказавшиеся в составе или под фактическим контролем России, просто утратили смысл своего существования. Если в Крыму еще удается поддерживать плюс-минус прежний уровень жизни, компенсируя отсутствие иностранных туристов мощной накачкой бюджетными деньгами, то Донецк, из города, датировавшего бюджет Украины и промышленной опоры, превратился в депрессивную дыру, где зарплата в 15 тысяч рублей считается очень хорошей. Донецк, как и Луганск, надолго оказался в подвешенном состоянии. От Украины их отторгли, но и к России, в отличие от Крыма, не присоединили. Ни туда, ни сюда. Жизнь вне правового поля и на постоянной линии фронта. Так Украина увидела, что бывает на тех территориях, куда пришел русский мир. Там нищета и бесправие, и там смертельно опасно. Но дело не только в этом. За последние 8 лет изменилась сама Россия. Не стоит забывать про общую языковую среду. Украинцы сидят в одних лентах соцсетей с россиянами, все лайкают общих котиков. Они видели, насколько за этот период испортилась наша страна. Как разгоняли митинги, как сажали людей за мнение. Они видят инагентские плашки, которые вынуждены ставить независимые СМИ и даже отдельные физические лица. Нет прежнего экономического роста, исчезла и разница в уровне жизни. Да, если сравнивать среднюю зарплату в Киеве и Москве до войны, разница будет велика. Но сравним сравнимое. Например, средний российский крупный город со средним украинским. Например, Харьков с Челябинском. В чистых долларах по довоенному курсу и до войны разница была бы не более чем на четверть. За 8 лет Россия своим закручиванием гаек, государственным насилием, экономической стагнацией и подпорченным внешним имиджем сделала себя привлекательной разве что для пожилых ветеранов спецслужб. Россия на момент начала войны больше не то место, где хорошо платят, растет экономика и создаются новые рынки. Россия на момент начала войны – это страна несменяемой власти, где с сознанием постаревшего вождя все больше управляют силовики. Это страна, где политических оппонентов убивают, а за свободные мнения грозят тюрьмой. Все видели оккупацию центра Москвы людьми в масках год назад, и вряд ли кто-то готов в этот мир попасть или хочет. Вы бы переехали жить в Пхеньян ради лишних $300 к зарплате? Наверное, нет. Хотя вы сейчас
Ну ладно, это не будем. И так все окажетесь в Пхеньяне. Россия из цветущего сада нулевых стала безрадостным и несвободным местом уже в 10-е, а в начале 20-х стало еще хуже. И это видно не только изнутри. Если 8 лет назад кто-то действительно мог полагать, что российская оккупация — это просто смена юрисдикции с возможным ростом благосостояния и пенсий, то сегодня люди понимали прекрасно на начало войны, что цена поражения — это жизнь на территории без права, которой правят самые мрачные личности. И люди бьются до последнего и отстаивают свое право на свободную жизнь в стране, где Путина нет. Это крайне интересный момент. Именно теми действиями, которые были направлены на захват чужих территорий, Россия сделала все возможное, чтобы захватить ей что-то стало совершенно невозможно. Ну или ужасно непросто. Там разве только 80-летние бабушки не взялись за оружие, чтобы остановить освободителей. Сидеть в окопе, обороняя свой город, или жить под руководством какого-нибудь Пушилина, когда есть риск, что твою квартиру отберут, а самого посадят в подвал, это не выбор между войной и миром. Это выбор между войной срочной и оборонительной, и, возможно, ты сможешь добиться все-таки свободы для своей страны и своего города. Или войной бесконечной, которая никогда не закончится, и жизни в ужасе. Так что на момент начала войны ни о какой поддержке у Путина или у России в Украине, даже в русскоязычных городах типа Харькова, не могло идти и речи, о чем мы говорили давно, и что мы увидели, когда увидели, как обороняются эти города от российских войск, и как они стойко это делают, как вот, например, Мариуполь до сих пор. Теперь миф второй. Слабость Запада. Представление о слабости западных стран исходит из понятной вводной. Демократические правительства действительно трясутся за каждую копейку в кармане своих граждан и своего бизнеса. Задача наказать злодея у них всегда будет сталкиваться с ущербом для их экономик. Они зависят от избирателя. У них нет монопольных рупоров пропаганды. Они не могут убедить большинство, что отрезать себе ногу, чтобы у противника настроение испортилось, это хорошая идея. Владимир Путин был убежден, что Европа настолько зависима от российского газа, а мировой рынок от российской же нефти, что никто не пойдет на серьезные санкции. Ведь одни разорятся, а другие замерзнут. Но если бы он смотрел внимательно, то в этой реальности его могли разубедить буквально 2 предыдущих года. Да, экономика важна, рабочие места важны, цена топлива важна. Но в экстренных ситуациях, когда речь идет о жизни людей, демократические правительства готовы не просто пойти на рост расходов и на разорение предприятий, они готовы поставить на грань выживания целые отрасли экономики. Да, прямо сейчас речь не идет о жизнях их граждан. Но эти граждане, как и весь мир, пребывают в настоящем шоке, и политики непременно пойдут им навстречу. И все понимают, что если вдруг у Путина все получится, на Украине дело не остановится. Россия — это чуть менее 2% мирового ВВП. Но это очень важная часть мирового энергетического рынка, и вырезать ее с карты мира будет болезненно. Но это ничто по сравнению с 2020 годом, когда мировой ВВП снизился сразу на $3 триллиона, на 2 России, когда правительствам пришлось пойти на небывалые расходы, повесив на себя массу долгов и согласиться с долгосрочными последствиями для своих экономик. Это ровно тот случай, когда разум перепутали со слабостью. Да, никто не отрежет себе ногу просто так, но Запад на это пошел ради прекращения войны в Европе. Миф третий. Головорезы-чеченцы. Чеченские силы занимают очень существенную и несообразную со своей численностью роль в публичной репрезентации этой войны. Чеченцы предстают такими героями, что если кто-то и способен взять Киев за 3 дня, то это они. Кажется, что это очень локальная и несущественная деталь, но на самом деле она нам говорит не только об этой войне, но и об устройстве российского государства в последнее время. Сейчас об этом поговорим. Сначала мы поставим тут рекламу. Я уже говорил, что мы ставим рекламу даже в такие ролики, чтобы канал мог существовать. Надеюсь, вы не против. В общем, реклама. Еще 2 недели назад YouTube, Twitter, Facebook и Instagram казались чем-то совсем привычным. Тем, что будет всегда. Но последние блокировки показали, что это не так. Вполне возможно, что скоро единственными доступными в стране соцсетями будут Одноклассники и ВК, которые хранят ваши переписки и предоставляют их госструктурам немедленно. Ну а остальное блокируется.
Поэтому сегодня VPN из роскоши превратился в необходимость для тех, кто хочет сохранить доступ к привычным соцсетям и мессенджерам. Но не все знают, что бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем? Большой вопрос. Если вы сейчас присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает санкции на оплату, и к тому же Surfshark располагается на Британских Виргинских островах, где нет закона, который заставлял бы VPN-компании хранить ваши персональные данные. Поэтому Surfshark этого не делает. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам ограничений, Surfshark также поможет избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду CATS Surfshark предоставляет скидку 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании. Продолжим. Мощь чеченских сил – это миф в голове президента России. Объясню, откуда он взялся. Война в Чечне, которая планировалась такой же операцией, как нынешняя война в Украине, обернулась катастрофой. Как военной, так и политической. Новогодний штурм Грозного в ночь на 1 января 1995 года – одна из позорнейших страниц в нашей военной истории. Но на ней все не кончилось. Российские войска увязли в Чечне, и это стало главным сюжетом новостей на следующие 10 лет. И случилось это по тем же причинам, по которым Россия сегодня увязает в Украине. Во-первых, воевать на враждебной территории очень тяжело. На территории, где нет существенной разницы между армией и гражданским населением, где школьник может кинуть в тебя гранату, и где своих будут укрывать до последнего, а тебе будут стрелять в спину. Во-вторых, советская армия, наследником которой является и российская, всегда строилась исходя из новой мировой войны. Из войны, где на Курской дуге вновь сойдутся танковые клинья. Танки и самоходная артиллерия штуки очень мощные. Но если вы что-то о них слышали, читали или даже играли в игры, то знайте простой факт. Такая бронетехника очень хорошо защищена с передней части и совсем не в такой степени с бортов, кормы и крыши. Танк должен встречать противника в лоб. Это оружие блицкрига, глобального наступления. Танк плохо пригоден для боя в условиях, когда противник не спереди, а повсюду. Спереди, сзади, сверху. Когда из окон летят гранаты, а из подвалов зажигательные смеси. Основные силы, что советской, что российской армии, не предназначены для решения локальных задач в городских условиях. Все, кто наблюдал подготовку Парада Победы в Москве, могли обратить внимание, насколько неуклюжими становятся эти грозные боевые машины даже на широченных московских проспектах. Насколько непросто им там маневрировать. Огромная страна проигрывала войну республики размером с наперсток со 100-кратной разницей в населении. Просто потому, что эта страна не умела и не умеет до сих пор вести подобные войны. Признать это публично – политически плохая идея. Ведь из нее выходило, что такую войну не стоило бы и начинать. Из этой политической невозможности признать реальность родился миф о непобедимых чеченцах. Свирепых людях, рожденных войнами, которых никаким оружием не возьмешь, которые будут драться до последнего. Пропаганда всегда работает в обе стороны, и из-за ее последствий возникло совершенно особое положение Рамзана Кадырова в российской властной иерархии. Ведь полк Ахмат — это не просто подразделение внутренних войск Росгвардии. Это такие суперсолдаты, которые могут одной ротой решать задачи, с которой не справится целая дивизия. Теперь мы понимаем, на чем строилось столь неадекватное влияние Кадырова и почему ему так легко сходило с рук то, что не сошло бы в России никому. Дело было не только в умиротворении Чечни. Дело было в том, что в голове Путина Кадыров подобен красной кнопке. Это человек, создавший непобедимую гвардию, которую можно нажать, и гвардия куда-нибудь пойдет и что-нибудь непременно решит какую-нибудь задачу очень сложную. Но в реальном мире пехота всегда пехота. Кадыровские гвардейцы не летают и не разрывают руками танковую броню. Да, видимо, какая-то их часть неплохо подготовлена и вооружена. У них все получше с боевым духом, но не особо видно, чтобы они вносили какой-то значимый вклад. У чеченских подразделений есть только одно преимущество перед другими боевыми единицами российской армии.
Если большинство других российских военнослужащих видят в украинцах таких же людей, как они сами, и потому сопротивление местных жителей вызывает у них растерянность, то военные с Кавказа подобных свойств лишены. Миф четвертый. Богатство России. Наша страна последние годы отчаянно накапливала свои резервы. Слово «отчаянно» тут не для красоты. Даже в период коронакризиса, когда весь мир тратил резервы и влезал в долги, Россия продолжала наполнять свою кубышку. За 2020 год фонд национального благосостояния вырос в 1,5 раза, со 120 до 180 миллиардов долларов. Тогда это выглядело совершенно безумно. Дескать, какого черного дня вы ждете? Как можно в то время, пока люди теряют работу и доходы, цинично пополнять свою копилку? Задним числом становится понятнее, зачем это делалось и к чему пытались подготовиться. Когда-то пришло ощущение богатства. В Фонде национального благосостояния 12% ВВП, плюс огромные резервы Центрального банка. И мы можем годовой федеральный бюджет оплатить этой заначкой, а значит переживем любые санкции. Но таких масштабов санкций, как случились, не ожидал никто. Все угрозы Байдена, весь его пакет санкций ада сегодня смотрятся смешно и даже наивно. Речь не о том, что на Россию наложили одно ограничение тут, другое там. Речь о том, что Россию отрезают от мирового обмена, а частные компании на этот раз не ищут хитрых схем, как бы все соблюсти и остаться здесь работать. Наоборот, они бегут впереди своих правительств. Последний момент самый неожиданный. Бизнес, а тем более крупный бизнес, несущий ответственность перед миллионами акционеров, не должен бороться за мир во всем мире. Он должен деньги зарабатывать, обеспечивать рост дивидендов и курсовой стоимости. В ординарной ситуации введение санкций привело бы к созыву сотни юристов, которые разобрали бы документ до буквы и пришли бы к решению, чтобы и рыбку съесть, и в лодке покататься. Передать бизнес в России отдельному юрлицу и сменить бренд, перерегистрироваться, сократить или изменить ассортимент и предложить представлять услуги в усеченной форме. И вышло бы так, что Икеи в России нет, зато есть Планета мебели со штаб-квартирой в Казахстане, теми же пушистыми ковриками и даже теми же фрикадельками, но формально не докопаешься. Но сейчас частные компании поняли, что это не тот случай, что если они не уйдут сами вперед санкционных решений, то ущерб будет большим, чем выгода от сбережения рынка. Никто этого не предполагал. Никто не мог думать, что Россия за 2 недели останется без международных платежных систем, что покупатели ее энергоресурсов, крупнейшие поставщики валюты, разорвут сделки, что побегут все, от аудиторов до производителей электроники, что на раз, два, три закончится гражданская авиация и появится риск закрытия существенной доли промышленности. И это только инициативные санкции, а правительства каждый день соревнуются и в законодательных. Сейчас велика вероятность, что мы просто не сможем вести внешнеторговую деятельность ни с кем вообще, кроме Китая, да и с Китаем-то не факт. То есть масштаб дыры, которую надо закрывать, существенно больше, чем можно было вообразить. Казавшиеся еще вчера бесконечными резервы в такой ситуации быстро себя исчерпают, а новых поступлений не будет. Но и это не главное. Главное в том, что резервы, на которые так рассчитывали, сами оказались под санкциями. Это многое говорит о мышлении Путина. Хранить заначку от санкций в активах тех стран, которые эти санкции сами вводят. В результате мы видим нечто невообразимое. Правительство, которое еще вчера, еще 2 недели назад буквально пухло от денег, сегодня попало в преддефолтное состояние. Даже самые пессимистичные экономисты даже уже в начале войны прогнозировали, что резервов ФНБ и Центробанка хватит минимум на 2 года. Сейчас же речь идет о середине апреля. Уже тогда страна может перестать выполнять свои обязательства, проще говоря, обанкротиться. Согласно данным ЦБ с 28 февраля, он не продал на внутреннем рынке ни цента, наблюдая, как курс доллара стремительно уходит в космос, несмотря на бешеную ставку и все меры по ограничению валютного оборота. Невозможно себе представить, что если бы у ЦБ были ресурсы и возможности, он бы вот так молча наблюдал за тем, как национальная валюта рискует уйти в спираль свободной девальвации по пути венесуэльского боливара, когда уже ничего нельзя будет сделать. Сделали ли российские власти все возможное, чтобы защититься от внешних шоков? Да, сделали. Просто шок совершенно иной. Вакцинироваться от ковида хорошо и правильно, но не поможет, если на вас упадет железобетонная плита. Миф 5. Раскол Запада. Владимир Путин все последние годы с удовольствием наблюдал и активно поддерживал раскол западного мира.
Он делал это через финансирование самых крайних партий и через экспорт пропаганды. Да, Евросоюз в последнее время был раздираем самыми разными противоречиями, начиная с вопроса изменения климата и заканчивая миграционной политикой. Еще и Великобритания из него вышла. Расчет был прост. У стран западного мира бесконечно разное устройство экономик, разная зависимость от России, разный энергетический баланс и структура внешней торговли. Даже внутри Евросоюза, если Испания может себе позволить ввести против России любые санкции, и ее экономике от этого ничего не будет, то Финляндия на 100% зависит от российского газа. А газ — это не только тепло в домах, это выработка электричества, это промышленное производство. Ну то есть понятно, чем отличаются европейские страны. Полная противоположность интересов — это готовый плацдарм для конфликта. Это масса стран, которые будут либо торпедировать на старте, либо наоборот саботировать любые ограничения. И пока Россия будет занята захватом чужой территории, Соединенные Штаты с Евросоюзом, а Евросоюз с Японией, а Япония с Австралией и с Кореей, а потом еще и все вместе со всеми будут дискутировать, кому тут война, а кому мать родна. От любых самых жестких санкций в процессе ничего не останется. В общем-то, так раньше и было. И, видимо, если бы все шло по плану, если бы это действительно стало бескровной оккупацией за 3 дня, пока все не сообразили, что именно случилось, то какой-то такой реакции мирового сообщества и можно было бы ожидать. В такой ситуации санкции, конечно, появились бы, но их особо никто бы и не заметил. По крайней мере, на уровне макроэкономики. Плюс еще и приятный побочный эффект. Все к черту переругались бы в процессе введения этих санкций, а потом еще и кто-нибудь вышел бы из Евросоюза. На практике получилось наоборот. Все сюжеты, по которым месяц назад дипломаты дрались насмерть, а страны переживали внутриполитические кризисы, сейчас совершенно всеми забыты. В том видео, которое выходило в последние довоенные дни, я уже нехитрую эту мысль повторял. Нет такой реальности, где западный мир, пока избиратели смотрят на кровь и трупы по телевизору в Киеве, будет финансировать эту войну. По этому поводу есть абсолютный консенсус, который объединяет не только условный Запад, но и вообще весь мир. Мы никогда раньше не видели такого единения в голосовании ООН. Мы никогда раньше не видели санкции не только от Евросоюза и США, но и даже от Японии, Швейцарии и Южной Кореи. Из первой десятки российских внешнеторговых партнеров санкции не ввел только Китай. У развитого мира давно не было столь объединяющей идеи. Даже ковид ею не стал. Там тоже была масса противоречий. Объединяющей идеей стало отвращение к Путину. Миф 6. Поддержка Китая. Если слушать, что говорит про Китай пропаганда, то сложится образ такого богатого дедушки Си, который только и ждет угостить нас пирожками, купить всю нефть, весь газ, дать денег и заключить в объятия. Как будто китайское руководство сказало: да, ребят, угощаем, ни в чем себе не отказывайте. Попадайте под ужасные санкции, развязывайте любые войны, у нас тут деньги на деревьях растут, мы за все заплатим. Пока что, по факту, вся форма любви и дружбы, на которую пошел Китай, свелась к бездействию. В ООН они воздержались от голосования и санкций не ввели. Сейчас этого достаточно, чтобы считаться самым большим другом России. Ну, кроме Эритреи. Реальность же заключается в том, что Россия занимает 13 место в китайском экспорте и 10 место в китайском импорте. Южная Корея, например, население которой меньше России в 3 раза, а показатели ВВП близки к российским. Так вот, эта страна вдвое более значимый для Китая партнер, чем Россия. Экспорт Южной Кореи 112 миллиардов, а России всего 50. А вот Соединенные Штаты для Китая это почти 600 миллиардов долларов внешнеторгового оборота. Это в 5 раз больше, чем дает Россия. И все основные партнеры Китая, за исключением Вьетнама, Индии и Малайзии, это те страны, которые сейчас соревнуются друг с другом в введении санкций против России. Да, китайские товаропроизводители, китайские экспортеры в теории, наверное, не против, чтобы им в руки упал рынок, где можно работать на монопольных условиях. Поставлять продукции и технологии по тем ценам, какие им только в голову взбредут. Но это только до тех пор, пока им самим это ничего не будет стоить. Все видят масштаб введенных санкций. Все понимают, что сегодня иметь дело с Россией, с ее деньгами и банками – это реальный риск. Разделить их участь и лишиться всей остальной планеты. Речь, конечно, не идет о страновых санкциях против самого Китая. Но если китайскому банку придется выбирать рынки Европы, США, Южной Кореи, Австралии или российский, он точно не будет думать дважды. Представление о том, что Китай будет рисковать собственной макроэкономической стабильностью, чтобы стоять плечом к плечу с Владимиром Путиным, в его воображаемой идее передела мира, это какое-то фундаментальнейшее непонимание того, как устроена мировая экономика и международные отношения. Вообще же такое Китай. У Китая и без того немало проблем, в том числе и с банковской сферой. Китай до предела интегрирован в мировую экономику. Он зависит от иностранных инвестиций, а в первую очередь от инвестиций Евросоюза и США.
Китайские власти готовы произносить некоторые ритуальные фразы, воздерживаться от голосования в международных организациях, пожимать руку и улыбаться. Но не собираются рискнуть во имя Путина ничем существенным. Грубо говоря, китайцы будут не против вести с Россией торговлю мародерского типа. Поставлять нам нефтевышки втрое дороже, потому что их больше не у кого купить. И покупать нашу нефть втрое дешевле, потому что ее больше некому продать. Но невыгодные операции, которые могут навлечь проблемы на сам Китай, Китай совершать не станет. Собственно, об этом говорит вся предыдущая история. Переориентация на Китай – это идея, рожденная в 2014 году. С тех пор доля КНР во внешней торговле России значимо не выросла. Потому что особенно и не могла. Почти весь экспорт России в Китай – это энергоносители. И Китай страна огромная и с огромной экономикой, но она все еще меньше остального мира. Россия не монополист на энергетическом рынке Китая. Китай совершенно точно не будет зачищать свой импорт, чтобы оставить единственного поставщика. А России, получавшей экспортную валюту от всего мира, теперь придется делить один единственный значимый рынок со множеством других экспортеров. Миф 7. Поддержка в России. Еще в 2014 году проявилась эта драматическая разница. Если Крым общественным мнением был принят на ура, то Донбасс даже и близко не вызвал подобных эмоций, и поэтому был быстро выброшен из пропаганды. Дело не только в том, что Крым – цветущий курорт, а Донецк и Луганск – тяжелые промышленные города, такие же как Пермь или Норильск. Конечно, полуостров с уникальной природой – это не то же самое, что серые хрущевки до горизонта, даже чисто по картинке. Но Крым – это чистая победа, за 2 дня осуществленная от начала до конца. А ЛДНР – это какая-то мутная мясорубка, это кровь и грязь, растянутая на годы, где непонятно, кто и с кем воюет и зачем. А все новости оттуда – это очередной переход из рук в руки какого-то села, о котором раньше никто из зрителей никогда не слышал. С 2016 года слово «Новороссия» исчезло из лексикона пропаганды, а бойцы ополчения, из которых не вышло сделать народных героев, возвращались в Россию, где заполняли тюрьмы. Есть одна вещь, которую общественное мнение не любит сильнее, чем смерть и обнищание, и эта вещь – поражение. Это звучит очень безнравственно. Но неправедную захватническую войну общественное мнение еще готово принять. Можно это продать как освободительный поход, но войну проигранную нельзя. Причем поражению не обязательно нужно быть в форме капитуляции. Затянувшийся конфликт, которому ни конца ни края не видно и никакого решения тоже, это тоже поражение. Сейчас пропаганда пытается заткнуть всех вопросом, где вы были 8 лет. Но правда в том, что минимум на 6 из этих 8 лет пропаганда и сама была непонятно где. Она как-то забыла, что русский мир востока Украины – это наше все, и забыла по понятной причине. Все то, что там происходило, вовсе не было похоже на победу, а скорее наоборот. Да, в последние месяцы Новороссию как-то достали из чулана, но так оно не работает. Такую методичку надо годами раскручивать, а не в духе «Помните, 8 лет назад была такая тема? Ну так вот теперь это снова важно, а ну пойдем на войну». Отсюда такой жуткий темп смены методичек пропаганды. За 2 недели мы перешли от защиты русскоязычного населения Донбасса до нацификации и демилитаризации к идее о том, что Украина напала бы первой уже на следующий день, а сегодня вообще живем в реальности ядерной угрозы. Так делают потому, что пафос защиты народных республик не находит сочувствия. Даже опросы военного времени, которые де-факто на тему «ты за войну» или «ты изменник Родины», даже опросы ФОМа и ВЦИОМа, которые вроде бы должны показывать 200% поддержку, но они вместо этого показывают просто большинство. И не такое, с которым можно идти в бой. И это опросы в первые дни войны, когда трупы еще не приехали и когда санкции еще не забрались в карман. А главное, когда война еще не затянулась и не стала похожа на поражение. Миф 8. Сильная российская армия. Российская армия при Шойгу – это абсолютная победа пиара. Пару дней назад мы уже об этом говорили, но повторим. Российская армия при Шойгу – это абсолютная победа пиара и безоговорочная капитуляция всего остального. Телевидение смакует образы прекрасно экипированных, обученных российских солдат, показывает танковые батальоны, у российской армии логотип, айдентика, ну, в общем, фирменный магазин мерча на каждом углу стоит, прям в центрах городов, в аэропортах, везде. Но то, что мы видим сейчас, намного больше напоминает какое-то перестроечное кино и всеобщий мрак и деградацию, а совсем не бодрый армейский репортаж по телеканалу «Звезда». А дело все в самой природе армии. Бардака и коррупции в любой армии достаточно, и в любых спецслужбах. И больше его, чем в среднем по стране. Это происходит потому, что эти институты
неподконтрольный и достаточно слабо прозрачный. Ну, если вы видите, что в центре Москвы развалилась плитка или не поехал по новым рельсам трамвая и все гремит, то это явная коррупция, все сразу всем понятно. Можно зайти на сайт, где покупали трамвайные рельсы, и все сразу понять, что происходило. Ну, короче говоря, это коррупция перед глазами. Армия устроена совершенно по-другому. Там нельзя ничего посчитать сразу и со всех сторон и по многим причинам. Во-первых, армия не будет никому отчитываться, не будет рассказывать, кому, что, за сколько купила и куда тратит деньги. Во-вторых, если бы вы даже знали, за сколько она там что-нибудь купила, то непонятно было бы, что с этим делать. Ну, там, если про, не знаю, одежду или ботинки еще можно попробовать понять, то, например, про крейсер не поймешь, у него нет рыночной цены. Или про самолет. У него цена такая, за которую его купили. И непонятно, напилили там 2/3 или половину, и вообще, есть ли там чего-то в этом крейсере, умеет ли он стрелять. В-третьих, еще и невозможно ничего учитывать. Сколько бы ни украли на постройке, например, моста, но все равно какой-то мост придется построить. Иначе, если вы объявили о строительстве моста, а моста нет, то возникнут вопросики. А сколько, например, гранат кинули на учениях? Ну или сколько патронов выпустили? Или там сколько раз выстрелили из танка? Существовало ли это все в реальности, или это было только на бумаге? Модернизация какой-нибудь артиллерийской установки, она была? Или просто там сменили табличку на этой артиллерийской установке? Она как не стреляла, так и не стреляет. Этого все никогда не узнаете. Ну, потому что все у нас непрозрачно, а еще и нет никакого понятного парламентского аудита. Да и кроме того, все там заинтересованы в том, чтобы все было непрозрачно и чтобы все воровали, от прапорщика до министра. Когда вы воруете на чем-то публичном, то приходится втирать очки всем, кто это видит. Но когда вы воруете в такой черной дыре, как армия, то можно все спрятать, и приход, и расход. И даже никому очки втирать не надо, кроме небольшой группы начальства, которая и сама с удовольствием все разворует, а населению через телеканал «Звезда» будет втирать очки про возрождение армии. Министр Шойгу всегда был мастером пиара. Сугубо гражданский человек, не служивший в армии, он первым из путинских министров обороны надел китель, повесил себе погоны генерала армии и полный иконостас орденов и медалей. Пиар был настолько мощным, что в возрождение армии поверили даже противники Путина. Их претензия была не в том, что она развалена, но в том, что тратятся на нее невозможные в мирное время деньги. Никто, и в первую очередь сам Путин, все это время не замечал реальности. А реальность была в том, что, вкладываясь в пиар, армия становилась лишь более закрытой. Статистика по смертям, по делам о неуставных отношениях, проще говоря, о дедовщине, все больше закрывалась, все больше секретились расходы. Парадокс был в том, что чем больше мы видели армию, тем меньше они знали. А закрытость — это всегда деградация. Та закрытость, которую мы увидели, та деградация, которая привела к настолько неадекватной переоценке своих сил. И вот, к удивлению всего мира, мы сейчас прямо наблюдаем, как российская армия ничего не может сделать с украинской, которая изначально казалась намного слабее, а оказалось не так. В этом и состоит огромная проблема коррупции и замкнутости. Ведь все те люди, которые годами кормили Путина байками о стране и мире, об армии, которые поселили в его голове тот образ Украины, где местные жители с караваями встретят российских военных, а вся Россия сольется в победном экстазе, а Запад будет молча наблюдать. Все эти псевдоисторики, псевдополитологи, псевдоэксперты по региону, они же ничего особенно плохого не хотели. Они хотели просто осваивать деньги. Можно бесконечно воровать на подготовке к войне, которой точно не будет. Это как продавать бункеры на случай ядерной войны. Ведь если она будет, а бункер не сработает, тогда уж точно никто не придет спрашивать за эти деньги, и никто за это не посадит. Никто не только не сверху, но и снизу властной вертикали не думал, что война начнется. Но, к сожалению, не осознавал, что если долго удерживать человека в вымышленном мире, он начнет принимать решения на основе этого вымышленного мира. Ровно это случилось с российским президентом. И теперь нам всем конец. До завтра.